Добрый день всем зрителям канала Гаражный Бездельник. Вот такое колесико прикатилось на ремонт. Подготовка к летнему сезону, до лета еще пару месяцев. Есть чем заняться. Вот такое повреждение. Это чей-то неудачный ремонт. И изнутри стоит пластырь. Сейчас покажу покрупнее и поближе. Стоит пластырь. Что ж, будем удалять пластырь. Смотреть, что там внутри. Есть подозрение, что там еще одно повреждение есть. Одно повреждение у нас здесь. И, возможно, еще вот здесь есть, на самом краю пластыря. Посмотрим. Очень трудоемкий процесс удалить старый пластырь. Может, кто-то более продуктивные методы знает, как удалять старый пластырь. Я провозился минут, наверное, 10-15, так точно. И, кстати, Росвик 22 стоял с белой подложкой. Росвики давно уже с серой, с синеватой подложкой. Белые кончились, мне кажется, лет, не знаю, 5-7 назад точно. Больше даже, наверное. Кстати, кто-нибудь помнит, когда Росвик перешел с белых на серые подложки? Напишите в комментариях. Вот первое повреждение, да? Я полагал, что второе должно было быть вот здесь вот. Если это получилось в результате попадания в яму, то по идее должно быть еще вот здесь повреждение. Но его нет. Это же хорошо. Тем проще будет делать. 3,5 сантиметра повреждения. Теперь зачистим получше. И потом будем делать разметку. Вот так это выглядит с удаленным пластырем. То есть шишечка уже есть. Резина вытянулась. И деваться ей некуда. Поэтому она сейчас стоит горбом. Поэтому мне ничего другого не остается делать, как немножечко расширить это пространство и стянуть его. Выстриг ножницами примерно на 10 миллиметров. Здесь все равно горб резина, и здесь горбом резина. Если буквально эти горбы нажать, то останется где-то меньше 5 миллиметров прореха. Ну, по идее, вот в таком бы положении нужно накладывать пластырь. Сейчас мы разработаем под 120 градусов. Шероховатость после щетки высокая. Нам чем больше шероховатость, тем лучше. Лучше прилипнет сырая резина. Размечаем пластырь. Зачищаем уже на чистовую. Если резина подплавится от больших оборотов, кстати, что на щетке случается крайне редко,
На сферах часто, на щетках редко. Или, допустим, останется в слое чуть-чуть химического состава старого пластыря, где-то мы плохо сняли, то это сразу будет заметно по текстуре. Кстати, вот. И просто там сделаем, обработаем еще раз. Вот они, вкрапления от предыдущего пластыря. Сейчас мы их удалим. Обезжиривателя тут уходит вдвое-втрое больше, когда удаляли старый пластырь. Ну вот, чистенько. Лишний мусор удалили. А теперь моя любимая в кавычках прошивка. Пусть над ней некоторые смеются. Смеются, наверное, те, кто ни разу не пробовал. Ну или у кого суперсовременный вулканизирующий комплекс. Там говорят что-то по-другому. Работа с этой вулканизацией. А про мою прошивку даже написано в учебнике Росвик. У кого вот такой S-образный вулканизатор, то в принципе эта прошивка имеет право на жизнь. Вот так вот получилось. Теперь шину сильно не растягиваем. Только немножко, чтобы пластырь поставить. Теперь все как обычно. Клей, пластырь. Все-таки пластырь я решил поставить побольше, потому что шина рыхленькая. Шина, кстати, 2005 года. Сейчас 23-й. В этом году отмечаем совершеннолетие. Когда прошивал, прям такая рыхленькая. Этот пластырь чуть пошире, чем 19-й. А по длине примерно такой же. Зачищенного места нам хватает. Пленочку изнутри не снимаем, чтобы пластырь не прилип к мешку. И пока без сырой резины прижимаем под температурой. — 140-150 градусов. Минут так на 15. От души затянуть. Ждем. На горячей шине сырая резина разогрелась и хорошо утрамбовывается.
кромкой след некрасивый оставляет на шине, поэтому картонки подкладываю. От души затягиваем и 40-60 минут. И минуток через 10 еще раз дотягиваем посильнее. Поставим охлаждать. Перед охлаждением обработаем края герметиком слоя. Все у нас хорошо прилипло. Накачано 4 атмосферы. Вот оно, место ремонта. Шишки нет абсолютно. С одной стороны чуть-чуть выехала сырая резина. Немножко обработаем. А остальное трогать не будем. Конечно, собирая такое колесико, нужно желательно провести оптимизацию шины и диска при балансировке, потому что пластырь все-таки довольно тяжелый и грузики получатся большие. А теперь вишенка на торте. Залез под машину поменять масло и увидел, что 3 года назад я варил вот это колесико. Вот она, эта заварка. И стоит на переднем колесе. Уберем, конечно же, назад. Просто забыл про него, когда менял колеса в сборе. Откатал так почти все лето. Ну, 1008, я думаю, катал. А вообще с этой заваркой уже 3-е лето. То есть 1025-30 прошло. Вареное колесико. Не такая глобальная заварка, конечно, но все-таки. Раз уж снял, побалансирую. Вот такая резина еще была дальше. Не стал даже заморачиваться и ее заваривать. И вот в течение 3 сезонов осталось абсолютно так же. Напротив стоит грузик. 30 грамм. Как раз напротив. Почти напротив. Прокатался 4 месяца. Грамм дисбаланс. По-моему, нормально. За целое почти лето.